турецкий шоу-бизнес снова трещит по швам. Один вечер, и вся страна в шоке. Актриса, которую обожали миллионы, оказывается в больнице при странных обстоятельствах. В это же время другая неожиданно возвращается после долгого молчания, и то, что она сказала на съемках, заставило продюсеров побледнеть. А третья делает то, о чем раньше даже боялась мечтать, и теперь ее имя звучит в Голливуде. Но за громкими заголовками скрывается нечто большее. В этом выпуске дайджест самых обсуждаемых новостей из официальных источников, и то, что вы услышите дальше, не просто пересказ, а авторское мнение, собранное из реальных событий и закулисных деталей, о которых предпочитают молчать сами звезды. Говорят, кто-то из них потерял все за один день. Кто-то получил предложение, от которого невозможно отказаться. А кто-то совершил ошибку, которая может навсегда изменить карьеру. Вы готовы узнать, что на самом деле происходит за кулисами турецкой индустрии, где слава и боль идут рука об руку? Тогда оставайтесь до конца. Самое интересное впереди. Город дышал вечерними огнями, когда ленты новостей внезапно взорвались заголовками «Хафсанур Санджактутан в больнице». Эти слова разлетелись по соцсетям быстрее, чем кто-то успел нажать «Обновить страницу». Сотни комментариев, тревожные эмодзи, догадки. Кто-то писал, что актриса упала в обморок, кто-то утверждал, что все куда серьезнее. Но пока интернет выстраивал свои версии, ее партнер по жизни, Кубилай Ака, уже мчался в клинику. В объективы папарацци попадали только фары машины и взволнованное лицо актера. Зрители, привыкшие видеть Хафсанур на экране сильную, дерзкую, с тем самым прищуром, который мгновенно завоевывает симпатии, теперь видели ее в другом свете. И это рождало особое напряжение. Мы редко думаем, насколько уязвимы даже самые яркие звезды, пока реальность не заставит вспомнить, что под софитами обычный человек. В новостях мелькали детали: порез, кровь, срочная поездка в частную больницу Маслака. Кто-то из журналистов писал о панике, кто-то о бытовом инциденте. Но ведь публика не ищет факты, публика ищет драму. И драма, казалось, уже началась. Пока один таблоид публиковал фото с заголовком «Актриса на лечении», другой выпускал видео «Что произошло с Хафсанур?», мы узнали правду. Но правда, как всегда, была проще и пронзительнее одновременно. Несколько часов спустя сама Хафсанур появилась перед камерами, усталая, но улыбающаяся. «Все хорошо», — сказала она, — «я просто порезала палец». Эти слова, короткие и спокойные, словно выключили накал страстей. Сотни комментариев сменились вздохом облегчения и шутками. Главное, чтобы сериал не отменили. И все же, за легкой улыбкой Хафсанур будто скрывался момент, когда в ее глазах отражалась усталость не от боли, а от постоянного ожидания внимания. Быть звездой значит жить под микроскопом, где даже маленький порез превращается в громкий инфоповод. И все-таки она держалась с тем самым спокойствием, которое отличает тех, кто знает цену настоящей славы. Инцидент закончился, но он стал чем-то большим, чем просто случай. В тот вечер турецкий шоу-бизнес будто сделал глубокий вдох, все говорили о ней, обсуждали, писали, спорили. И когда шум начал стихать, на горизонте появилась другая история, история женщины, которая долго молчала, чтобы вернуться громко, так, чтобы услышала вся страна. Она появилась внезапно, будто из тени. Никаких громких заявлений, никаких рекламных кампаний. Просто одно короткое сообщение в прессе: Мирай Данер возвращается. Этого хватило, чтобы поклонники, скучавшие по ней еще с времен «Защитника» и «Атату РКА», оживились. Слишком долго она оставалась в стороне от крупных проектов, слишком много вопросов копилось о том, где была, почему исчезла и что готовит. В мире, где новости живут считанные минуты, тишина – это роскошь. Но Мирай умела исчезать правильно, не сдаваться, а затаиться. И теперь ее возвращение выглядело не просто новым проектом, а настоящим перезапуском. Первые кадры со съемок «Биз Берсия Улмаз», «С нами ничего не случится», попали в сеть и мгновенно стали вирусными. Ее партнер по сериалу, Мерт Рамазан Демир, новый кумир молодежной аудитории,
тот, чьи глаза привыкли к вниманию камер. Пара на экране выглядела слишком гармонично, чтобы не вызвать обсуждений. Но главное, это не сюжет и не актерский дуэт, а то, как она держится. В каждом взгляде, в каждом движении чувствуется опыт, накопленный в молчании. Та самая внутренняя сила, которую невозможно сыграть, и ее нужно пережить. В индустрии, где место под солнцем всегда под угрозой, возвращение – это не просто шаг вперед. Это вызов. Ведь публика помнит, но не ждет. Мир стремительно переключается на новые лица, новые тренды, новые любимчиков. Чтобы снова стать заметной, нужно выйти не просто с сериалом, нужно вернуться с историей, которую нельзя пролистнуть. И Мирай будто все это понимала. Ее интервью звучали сдержанно, без громких фраз. Она не строила из возвращения драму, но именно это и сделало его эффектным. Словно она говорила всем: «Я не ушла. Я просто ждала правильного момента». Фанаты обсуждали детали, журналисты – рейтинги, но главное происходило за кадром. Индустрия снова начинала дышать ее именем. И пока камеры ловили каждый ее шаг, публика почувствовала, в турецком шоу-бизнесе снова что-то меняется. Потому что стоит одной актрисе вернуться, и вся сцена перестраивается. Но, кажется, Мирай не единственная, кто готовит прорыв. На другом конце света, под вспышками международных фотокамер, уже звучит другое имя – имя женщины, которая больше не просто звезда Турции. Ее появление ощущается как вспышка света, внезапная, ослепительная, но точная. Ханде Эрчел. Имя, которое давно вышло за пределы турецких экранов и превратилось в символ современной восточной красоты, упрямства и безупречного чувства момента. Когда другие только мечтают о международном признании, она уже живет в нем уверенно, но без суеты, словно это всегда было частью ее плана. Премьеры, обложки журналов, вечерние платья на красных дорожках, но все это не просто блеск. За каждой съемкой стоит человек, который прошел через годы постоянного ожидания, сравнения и пересудов. В мире, где успех измеряется лайками, Ханде удалось остаться редким исключением, той, чье имя вызывает интерес не из-за скандалов, а из-за таланта. Когда стало известно, что фильм «Мевлана. Месть и Аск» с ее участием выходит в широкий прокат, публика заговорила о новой эпохе турецкого кино. В промо-роликах Ханде в роли, требующей не внешней красоты, а внутренней глубины. В каждом кадре чувствуется, что это не просто роль, а возможность показать, насколько далеко актриса может уйти от привычного образа. И именно этот шаг стал переломным, переход от телевизионной популярности к международной сцене, где зритель не прощает фальши. Она не говорит громко, но делает так, что о ней говорят все. В России, Европе, на Ближнем Востоке, везде, где звучит турецкий язык или хотя бы его эхо, ее знают. Но за этой узнаваемостью скрывается не только успех, но и ответственность. Потому что, чем выше поднимаешься, тем внимательнее за тобой следят. Ханде словно символизирует тот самый новый вектор турецкого шоу-бизнеса от локальной славы к мировой сцене. Ее путь – это не просто личная история, это отражение перемен всей индустрии, которая сегодня живет на грани между восточной традицией и глобальной культурой. И если история Хафсанур начиналась с неожиданного испытания, а история Мирай – с долгожданного возвращения, то история Ханде – это кульминация, доказательство того, что даже в мире, переполненном именами, можно остаться собой и при этом стать лицом целой эпохи. Когда свет софитов гаснет, остается не блеск, а след, тихий, но устойчивый. Именно этот след и делает их всех не просто актрисами, а частью того, что называют легендой. И, может быть, завтра заголовки снова загремят новыми именами, но сегодня зритель точно запомнит эти три – Хафсанур, Мирай и Ханде – как три разных пути одной большой истории о силе, выдержке и искусстве оставаться заметной в мире, где внимание длится всего несколько секунд. И это все на сегодня. Спасибо, что были с нами и досмотрели до конца. Если вам близок мир турецкого шоу-бизнеса, не забудьте подписаться на канал «Любовь и мечты», поставить лайк, чтобы поддержать нашу работу, и обязательно поделиться своими впечатлениями в комментариях. Ваше мнение делает наши истории еще живее, а новые видео уже совсем скоро.